Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения. Давайте посмотрим прошлое, настоящее и будущее. Так, сделаем на две позиции. Пока загадывайте, если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начинать с единичек. Двоечки пока посидят здесь. Так, что у нас по сигнификации? Ну, знаете, довольно закрытый мужчина. Не любит рассказывать про свои чувства, совершенно не любит показывать свои эмоции. При этом привык проводить время больше в одиночестве. Да, то есть вот прям одиночка по жизни. Здесь почему-то вышла сразу его мама, да, видимо, рос в основном именно с ней, не хватает такой вот, знаете, жесткой какой-то руки, сразу показывает. При этом, знаете, очень много надумывает, постоянно в каких-то проблемах. Данный мужчина постоянно в каких-то выдумках, да, вечно пытается сам себя загнать, скажем так, в такое состояние, когда невозможно вообще что-либо делать, да, вот именно из-за выдумок прежде всего. Вот. В остальном же, ну, человек-одиночка, довольно, если честно, грустный такой мужчина получился. Так, давайте посмотрим прошлое, да, то есть такие вот события, которые привели к текущей точке. Вижу, был разрыв у вас с прошлым человеком молодым, да, из прошлых отношений вышли. Нынешние отношения появились, да, с данным мужчиной как-то, вот, знаете, стремительно, быстро это произошло, да, то есть уже давно его знали. И то ли это на какой-то встрече, да, произошло вот такое обоюдное согласие, скажем так, то ли уже по общению в сети, да, то есть когда человека долго знали, вот просто решили попробовать и понравилось, да, то есть здесь дальше вы уже пошли вдвоем сами, скажем так. Но все довольно произошло стремительно, страстно, опять же эмоционально, да, то есть мужчина себя показал с наилучшей стороны, да, постарался и действительно завлек, по сути. Но опять же это все произошло именно после вашего разрыва с другим мужчиной. В принципе, довольно быстро, да, получились новые отношения. Так, давайте посмотрим настоящее. Что происходит сейчас? Познаете друг друга, да, то есть помимо эмоций вижу, что есть недопонимание, да, разность ваша очень сильно видна, да, разность в характере, разность в принципе, как вы смотрите на этот мир, да, прямо такое вот черное и белое, скажем так. Отсюда вытекают споры, конечно, вы на себя перетягиваете, здесь видно, что вы главнее, да, чем данный мужчина. Можно на него надавить, да, и он согласится, либо внушить ему, да, что он не прав, скажем так. Но опять же он, судя по сигнификации, начнет себя накручивать. Да, конечно, это сделает только хуже, но продавить его возможно. Он пытается быть, конечно, главным, да, хотя главным являетесь вы. Но поскольку мужчина в нашем обществе должен быть таким вот стержнем, да, он всячески пытается это делать, да, и, конечно, из-за всей вот этой ситуации происходит недопонимание. То вы перетягиваете на себя, то он начинает перетягивать довольно неумело. Не хватает, знаете, сесть поговорить, по сути, да, все обсудить, потому что каждый со своей колокольни как бы начинает смотреть на эту жизнь, на эти отношения, да, и перетягивать как бы канат на себя.
Так, давайте ближайшее будущее посмотрим. Самое ближайшее, да, ну где-то месяц, да. Что произойдет? Ну, видите, будет спор, да, переходит из настоящего. Вот это недопонимание, и попробуйте с самого начала все. Да, вы решите, придете к такому вот консенсусу, да, что нужно попробовать еще раз, да, с самого начала. Давай мы не с того как бы начали, и ваши отношения, они вот так вот, скажем так, перекрутятся, да, и попадете в самую начальную точку. Опять же, что это даст? Да, в ближайшем будущем новые эмоции, опять же, страсть сильная, да, то есть все начнется как будто с самого начала. При этом, если честно, кроме вот этих вот эмоций, да, опять же, страсти, повторюсь, не вижу опять этого разговора никакого, да, то есть будто ничего и не было. То есть вы просто закроете глаза на все это недопонимание, на то, что было, да, на какие-то неловкие слова, и на этом как бы все, да, то есть опять у вас все уходит именно в больше физический план, да, то есть данных отношений. И кроме страсти и эмоций, другого как бы ничего нет, понимаете? То есть вы просто вернетесь в исходную точку, ничего не исправив, по сути. Так, давайте посмотрим итог, к чему придете. Ну, знаете, мужчина будет постоянно пытаться что-то дарить, да, как-то ухаживать, куда-то возить, да, то есть будет себя проявлять постоянно, но не вижу этого от вас, да, то есть не вижу какой-то вот взаимности. Здесь больше такое ощущение, что мужчина будет пытаться вот вас постоянно завоевать, он, безусловно, в вас влюблен просто безумно как, да, но у вас есть некие такие вот сомнения, да, отсюда вы это еще поняли на данный момент уже, да, начали понимать, поскольку очень большие противоречия, да, действительно по-разному смотрите на этот мир совершенно, да, с данным мужчиной. Но, опять же, его вот эти все чувства, они вот прямо идет на пролом, да, и захватывает вас, вот просто захватывает. И, конечно, вам довольно тяжело отказаться, и даже нет времени, по сути, подумать. Понимаете, то есть мужчина действительно вас завоевывает. Но подумать все-таки действительно надо, потому что здесь вот в будущем, в итоге, да, пройдет еще месяца 3, да, отношения длительные будут, но для вас ничего не поменяется. Да, вижу вашу запутанность, то есть запутанность в ваших чувствах, да, в понимании данных отношений, оно никуда не уйдет. Да, то есть здесь такой вот сразу совет, да, возникает, что необходимо задуматься о себе, да, и чуть лучше себя понять, не только в данных отношениях, но и, в принципе, подумать, да, о себе, какая вы и почему так принимаете те или иные решения. Совет. Ну, по совету, знаете, тут вижу, нравится вам, что за вами ухаживают, нравится вам пользоваться данным мужчиной, да, играть на чувствах, но не заигрывайтесь, потому что вы сами пока не понимаете, что вы чувствуете к данному мужчине, он вам просто вот физически нравится, и на этом все. Да. По совету не стоит заигрываться, поскольку сделаете больно и мужчине данному, да, он совсем не заслужил, судя по тому, что говорят карты, да. И плюс все равно равновесные силы, они, ну, выправят ситуацию так или иначе, да, и может выправят так, что будет перекос явно не в вашу сторону, да, из-за пользования подобным образом с вашей стороны. Поэтому по совету разберитесь в чувствах, да, прекратите манипулировать данными отношениями мужчиной, да, он
старается, по крайней мере. Если вам не нравится он, да, вы поймете, что душевно не ваш человек, отпустите, да, нежели вот так мучиться, нежели, по крайней мере, мучить данного мужчину. Если же поймете, что готовы, да, именно к отношениям, именно к разговору, именно вот взять и открыть свое сердце, да, показать душу настоящую, то действуйте. Но вижу, что необходимо будет именно вам сесть, подумать и вот разобраться в глубине себя, да, потому что вы запутались. Пока что вижу после ваших прошлых отношений, да, вы не можете прийти как бы в себя, и здесь больше данный мужчина играет роль утешения, да, что вы как бы не одна, понимаете, ну так тоже нельзя, нужно все-таки залечить раны, да, и не мучить данного мужчину. И все-таки, если вы его не любите, да, ну отпустите, не стоит быть в таких отношениях. Так, давайте переходить к двоечкам. Так, двоечки, смотрим вас. Так, что у нас по сигнификации? Очень денежный мужчина, постоянно на работе, постоянно в каких-то поездках, зарабатывает, и вот ничего другого нет. Да, то есть у него и отложенные есть, и зарплата хорошая, либо какой-то это бизнес, да, большущий такой, но постоянно находится в работе, в заработке, и вот ни о чем другом не думает. Да, вот человек такой материальный. Тяжело с отдыхом, не может отдохнуть, прям трудоголик, да, поэтому бывает вот с такими, конечно, тяжело. Его не позовешь ни на какую вечеринку, конечно, да. Тяжело ему прийти тоже на какой-то праздник. Всегда думает вот только о деньгах и о своей работе. Сам по себе очень жесткий человек, да, знает, чего хочет, и вот всегда к этому движется, да, но при этом, знаете, не может остановиться из-за своих мыслей в голове, да, вот так я вам скажу. Мешают ему эти мысли, какой-то голос, да, тревога. Отсюда постоянно человек как бы в работе, по сути, в бегстве находится, но зато при деньгах, да, вполне неплохо, можно так сказать. Прошлое. Так. Ну, знаете, вижу, судя по вашему прошлому, вышли из долгов, вышли от каких-то обязательств, да, почему-то кредит какой-то выходит, да, то есть сейчас только настало время, когда вы начали зарабатывать для себя, да, что-то действительно копить, были какие-то денежные вот именно проблемы, да, но вы их уже решили, то есть это ваше прошлое. При этом надеялись встретить хорошие отношения, хорошего человека, да, были долгое время именно в одиночестве, да, не были в отношениях, вот просто надеялись, мечтали действительно встретить человека, да, который подходил бы вам. И вот сейчас, конечно, вы пришли в данную точку уже с решенными проблемами и, как мы видим, завели отношения. Так, что же в настоящем? Так. Не хватает вам данного мужчины, да, вы познакомились с ним недавно, рассчитывали, что он будет постоянно с вами, да, как-то и ухаживать, да, и быть, но он постоянно все-таки в разъездах, да, постоянно на работе, вам довольно тяжело, да, вот именно сейчас не хватает его любви, не хватает эмоций, да, он довольно холоден по отношению к вам, да, и вы все думаете, зачем ему эти деньги, если я как бы несчастлива, да, да и вы замечаете, что и он-то не очень-то счастлив. А здесь, знаете, вижу, вам нравится данный мужчина, да, но
и присутствует вот эта неуверенность, да, сможете ли вы все это выдержать. Все его уезды, да, то, что он не проводит с вами время, мало пишет, да, мало звонит, вам хочется больше любви. Понимаете, и здесь вы в размышлениях, да, не совершили ли вы ошибку, те ли эти отношения, да, то есть все ли у вас хорошо. То есть на данный момент, конечно, находитесь в таком вот тупике, не знаете, что совершенно делать. Может быть, считаете еще, вот знаете, подозрение, да, у него кто-то, может, еще есть, либо вы ему надоели, да, потому что мужчина просто холоден, ведет себя довольно пусто, понимаете, ну никак вот не ведет. Постоянно на работе, какие-то отговорки, да, и такое ощущение, не нужны ему вовсе данные отношения, понимаете. Будущее, давайте посмотрим, ближайшее. Видите, вы будете просить его остаться, понимаете. Опять возникнет работа, сейчас он вернется с нынешней, да, принесет опять кучу денежек, заработает, но вы будете просить его остаться, он уже будет собираться в какую-то другую дорогу, понимаете. То есть мужчина просто на выезде постоянно, никак не хочет провести с вами время. При этом вы ему столько любви готовы дать, понимаете, что любой мужик бы позавидовал, понимаете. То есть здесь вы действительно готовы и открыться, и поухаживать, да, и просто вот показать себя вот с женской части. Но, блин, мужчина просто очень холоден, да, занят всей этой работой, постоянно куда-то уезжает. Непонятно, нужны ли ему вообще данные отношения, понимаете. То есть пока как-то так. Итог. Давайте посмотрим, к чему все это приведет. Ну, к деньгам понятно, да. Деньги, все время деньги у вас выходят. Так. Ну, знаете, интересная такая вещь. Будет у него время наподобие отпуска, да, в ближайшие 3 месяца. Срок короткий будет, но за этот срок вы даже удивитесь. Действительно удивитесь, поскольку мужчина попросту покажет себя с немного лучшей стороны, да, чем вы могли рассчитывать, да, но это будет короткий промежуток, опять же, потому что пора опять на работу уходить, понимаете. То есть вот мужчина принял для себя, знаете, такой вот жизненный путь, но это больше похоже скорее на травму, да, поскольку он все свое время забивает работой, да, и здесь необходимо докопаться уже вам, да, скорее, либо, может, мужчина сам расскажет, что же у него такого случилось, что он постоянно в работе и не знает, что такое отдых, и не может вот просто побыть с вами, да, чего он боится, что это за тревога такая, поскольку денег, если честно, хватило бы уже пожить какое-то время и без работы явно, понимаете, просто вот провести время вдвоем, да, и строить отношения. Вижу просто, что данный мужчина испытывает к вам влечение довольно сильное, но боится остаться вот без этих денег, да, без работы. Непонятно, да, то есть непонятно, почему он себя действительно так ведет, почему такой холодный, да, хотя внутри у него бушует действительно просто море эмоций по отношению к вам, понимаете, и здесь необходимо мужчину спросить. Так, что по совету у нас? Знаете, многое от вас зависит в данных отношениях. Да, вижу, что мужчина этот неспроста появился в вашей жизни. Да, вы скорее кармически должны ему помочь, я вам так скажу, поскольку мужчина сам застрял, да, не может выйти из этого трудоголизма, да. Вам необходимо попросту быть более жесткой, да, по отношению к нему и сказать, что мне тебя не хватает, ты постоянно в уездах, да,
постарайся выкроить время, давай проводить время вместе, да, если честно, та влюбленность, те чувства, которые есть у вас двоих, да, они сделают свое дело, и мужчина начнет по чуть-чуть меняться, да, и проводить с вами время. Но пока идет вот такое молчание, да, ничего не произойдет. Честно вам скажу, здесь нужно взять, конечно, все в свои руки и вывести мужчину из этого состояния, да, и чтобы хотя бы были у него выходные, и он проводил их именно с вами. Ему самому потом понравится, вот увидите, да, потому что отношения могут быть, они довольно неплохие, но из-за этого холода, если это продолжать терпеть, все начнет рушиться, честно вам скажу. Поэтому по совету давайте попытайтесь, да, по крайней мере, мужчину вывести из этого состояния. Это сделает только лучше, да, вашим отношениям. Сами увидите, когда, по сути, попробуете. Так что дерзайте. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы вам помогут. Не забывайте подписываться на канал, да, ставьте лайки. Спасибо огромное всем за донаты. Также выражаю свою благодарность. И не забывайте, что я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.